У нас все рассыпается. Это, конечно, будет долго. Они разваливаются, прям рассыпаются. Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на канал. Сегодня будут проверки рецептов с TikTok со слоеного теста. Я выбрал 3 рецепта, которые мне понравились. И я думаю, что начнем мы в первую очередь с круассанов пиццы за 5 минут, как указывает автор. Итак, круассаны, слоеное тесто, ветчина, сыр, соус завернули, нарезали, закрутили и в духовку. Я думаю, что тут не указано, сколько времени в духовке, я думаю, где-то минут 20. Погнали делать. Я подготовил как раз лист слоеного теста, который будет использоваться для всех 3 рецептов. Что много нам делать не придется. Сделаем всего понемножку. Так, начнем. Значит, так. Надо подумать, как это все так сделать, чтобы все было, чтобы на все хватило. Так, отлично. Мука. Есть. Так, я думаю, что тут где-то получится 2 маленьких круассанчика. Разрезаем. Берем скалку. И раскатываем. Вот такой вот прямоугольничек. Нам надо его немножко раскатать, чтобы он был немного тоньше. Так. Отлично, вот такой вот пласт. И второй раскатываем точно такого же размера. Потому что один вторым мы будем накрывать. Примеряем. Да, супер. Теперь будем собирать. Сюда соус. Теперь колбаска. Можно ветчину, можно бекон. То есть это, я думаю, что роли не играет в данном рецепте. Сыр. Можно также плавленый. Точнее, вот эти вот пластинки уже готовы. Я нарежу свой. Сыра много не бывает, это мы все знаем. У меня гауда. Так, песня. Накрываем это вторым кусочком. И теперь нам надо его разрезать. Слушайте, тут даже 3 круассана должно получиться. Давайте сделаем 3 небольших. Посмотрим, как они закрутятся. Это же все-таки проверка рецепта, да? Так, нарезаем так. И вот так. Так, вам видно, правильно все? Теперь мы берем вот этот краешек. Нам надо его разрезать. И заворачиваем вот таким вот образом. Такие страшненькие получаются. Выкладываем на противень. Я думаю, что вот этот большой должен получиться как положено. Так. Смотрите. И последний. Класс. Это мы убираем. Так, пока переходим ко второму рецепту, пока мы все подготовим, а затем уже в конце будем пробовать. Все на одном противне запечем и в конце попробуем. Для второго рецепта нам понадобится яблочко. У меня есть как раз кусочек небольшой. Мы его нарезаем такими небольшими слайсами, кусочками.
Так, сейчас мы посмотрим, сколько нам понадобится. Суть такова, что это получается перевертыши, слойки-перевертыши с начинкой, которая запекается снизу. То есть это вообще максимально элементарно получается приготовить такие как бы десертики, и вы на него не потратите много времени, и выглядит очень интересно. И готовится реально элементарно. Нам надо высыпать, сейчас я вам покажу, сюда поставлю противень. Надо высыпать, посыпать, точнее, сахар с корицей на пергамент. Есть. Выложить сюда яблочки. Вот так вот. Которые мы будем накрывать. Вот так вот. Я тоже, видите, делаю мини. Потому что рецептов много, это все надо съесть. Можно, как показано на видео, разные фрукты использовать. Ягоды. Посыпаем еще сверху сахаром с корицей. Пока откладываем в сторону. Теперь тесто. Немножко вот такие вот квадратики я нарезал. Немножко раскатываем. Теперь берем это тесто и, накрывая яблочки, вот так вот залепливаем к пергаменту. Есть. Так. Так, отлично. Пока отставляем в сторону. И переходим к третьему рецепту из ТикТока. Для третьего рецепта берем большое достаточно яблоко. И нам с него надо сделать колечки. Любым доступным для вас способом. Тут не принципиально. Я сделаю 2. Вот такие 2 колечка получились. Теперь давай посыпаем корицей. О, я потом поем яблочко, буду соку сыпать. Хорошо, я их сделаю, это пирожные будут такие. Понял. Вкусные. Только и сахар не с собой добавить, чтобы было сладко. Обязательно. Только без корицы. Хорошо. Вот такую, там где и внутри есть. Да, хорошо. Без дырочки. Так это ж кружочки, которые ты любишь. Ну, вот Вот такую сделай, хорошо. без дырочки. Понял, хорошо, сделаю. Я возьму Но там, поесть. но там косточка внутри. Теперь берем кусочек теста и нарезаем его на полосочки. На тоненькие такие полосочки. И обматываем этими полосочками тесто. Это, конечно, будет долго, но надеюсь, что оно того стоит. Так, одно готово. Вот так вот оно выглядит. В центре залепили. Сейчас разровняю. Вот. И так же само со вторым. Все, второй готов. Теперь... Ага, я с тобой буду, да? Да. Будешь помогать мне смазывать? Я буду писать, потому что потом я буду спать. Чем будешь? Потом я буду спать, потому что и я буду писать. А, ты в пижаме? Ну да, хорошо. Так, берем... Всем привет. Берем яичко. Привет всем. Все тебя слышат. Я буду кусочек Поделай. себе на минуточку поесть. Так, берем яичко и смазываем. Можно тебе отдать один тик-так? Давай. Смазываем яичком все наши
будущие десерты и основные блюда, эти вот закусочки. Папа, сейчас я чуть-чуть муки добавлю. Спасибо. Мама, подожди. Оставляй на столе, спасибо. Сейчас съем. Ага. Так, а полностью бери. Да, спасибо, с мукой. Помощник. Так. Так, я не нашел кисточку, поэтому ложкой. Все. И отправляем в духовку на 180 градусов примерно на 15-20 минут. И ждем. 15 минут уже прошло. Уже все хорошенько подрумянилось. Пахнет просто обалденно. Блин, а выглядит, смотрите, прикольно. Круассанчики получились, но явно их надо делать меньше. Так, оставляем. Слышите, да? Блин, тут как раз яблочный сок. Класс. А тут жирок. Обалденно. Главное делать на расстоянии друг от друга, если делаете на одном противне. По советам говорили, что надо переворачивать. Перевертыши, слойки перевертыши надо... По рецепту указано, что вот эти вот слойки перевертыши надо перевернуть. И чтобы они вверх ногами остывали. Какая красота получилась, друзья. Так, все, пусть остывают. А потом мы это все попробуем. Ну что, друзья, давайте начнем с первого рецепта. Вот такие вот круассан-пиццы. Сыр расплавился. Колбаска поджарилась, подрумянилась. У нас все рассыпается. Рвать его не стоит. Так, пробуем. Слушайте, прикольно. Реально прикольно. Но их обязательно надо делать большими. Маленькими они разваливаются, прям рассыпаются. А так, в целом, ну вообще неплохо. Посмотрите, такие слоистые круассаны с колбаской, с сыром, с соусом. Обалденно. Готовим, обязательно готовим. Перевертыши. Тема интересная. Но вот это один, который получился. Остальные получились вот такие вот. И вот такие вот. То есть сами по себе пузырчатые. Но это интересно. То есть момент, что вы должны обязательно примять тесто к пергаментной бумаге. Пробуем. Ну прикольно, такие лодочки. Да, слушайте, однозначно имеет место быть. Так же само готовим. Интересно, прикольно. И момент, что надо приминать, чтобы это все пропекалось и не растекалось. И третий, конечно же, давайте его разрежу. Яблочко пропеклось. Тесто пропеклось. Смотрите, какая красота. Выглядит интересно. На вкус. Еще не остыл. Мягчайшее яблочко. Корица. Сладенькая, хрустящая корочка. Тоже готовим. Интересно. Как для разнообразия. Разнообразить десерты с яблоками. Прям вообще шикарно. А в эти лодочки можно добавить вообще все, что угодно. Груши, персики, ягоды. Ну, кстати, и вот эти вот кольца можно сделать тоже, например, с груши. Так что, вот такая вот проверка. Если нравится, ставьте пальцы вверх, пишите мнение в комментариях. Можете скидывать ссылки на ТикТоке, которые вы бы хотели, чтобы я проверил. Можете скидывать их в комментариях, но, скорее всего, они будут заблокированы Ютубом. Но я постараюсь их найти и разблокировать и обязательно показать для вас. Лучше скидывайте мне в ТикТок. Ссылка на страничку в ТикТоке у меня есть в описании под видео.
либо в Инстаграм. С Инстаграма можете тоже кидать, и можете кидать ссылки в шорты на рецепты, которые вы хотите, чтобы я проверил. Если зайдет эта рубрика, сделаем ее постоянной и будем постоянно проверять рецепты. Потому что не всегда то, что показывают, оно получается так на самом деле. Поэтому лучше это лишний раз проверить. Я могу это сделать специально для вас. Всем огромное спасибо, готовьте со вкусом, не ведитесь на фальшивые лайфхаки и до встречи в новом ролике. Подписывайтесь.